Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале «Мы в Испании». Наше маленькое видео сегодня. Давно мы не снимали видео, некогда нам было, много дел очень важных. Хотела коснуться темы отопления в Испании. Часто звучат такие слухи, многие люди говорят, и иногда подписывали нам под видео, что все плохо в Испании с отоплением, там нету газа, еще чего-то и так далее. Вот об этом я сегодня хочу рассказать вам, но буду рассказывать я вам на примере одного очень холодного местечка в Испании, где мы сейчас находимся. Поэтому буду я вам опираться на конкретные вещи. Ну, а вы уже свой опыт проживания здесь в Испании можете всегда написать под видео. Это будет полезно всем, наверное, почитать. За моей спиной вы сейчас видите прекрасный вид. Потом немножечко мы вам снимем и включим в это видео, где мы находимся, красивые пейзажи. Но уже видно, вот где-то там вы видите, что есть горы, на горах снег лежит. Мы находимся на одном из снежных курортов в Испании. Я не буду делать рекламу этому курорту, не буду называть его название. Здесь таких много достаточно снежных мест, где можно покататься на горных лыжах, просто погулять, померзнуть, походить по красивым пейзажам, как бы посмотреть, покататься, может, детям на саночках и так далее. Вот мы на одном из таких снежных курортов Испании сейчас находимся. На высоте, Алексей, сколько у нас тут? 2000 метров, ну или около того, плюс-минус. Очень классно, классное местечко, замечательный отель. Опять-таки не делаю рекламы, отелей много хороших, всегда есть где остановиться, выбор только за вами. Но к чему я это все веду? Отопление в таких вот местах, это горное место, здесь холодно, -2, -4 вчера было. Конечно, мы в теплых куртках, шарфах, там, перчатках и так далее. Но вот я сижу сейчас в отеле, вот такой шикарный вид, и вот они, вот они, источники тепла есть здесь. То есть теплые батарейки есть. Здесь это комната у нас гостиная. Также есть в ванной комнате. Очень тепло в отеле. Ну, просто даже вот мы вчера видели, мальчишки бегают босиком по общественному коридору из своих номеров. Выбегают испанские. И также здесь есть спа на улице, горячий бассейн, прям пар идет, поэтому достаточно тепло. Это я, к слову, об отоплениях в испанских домах. Отопление не только кондиционером, как у нас на юге, там на тепло-холод, но вот есть вот такие источники тепла. То есть электрические они или еще какие-то. То же самое в Астурии. Абсолютно разные источники тепла могут быть. Где-то газовые обогреватели, где-то, может быть, какие-то электрические. Но тем не менее, здесь очень тепло. Вот сейчас у меня, видите, даже, я вам покажу, открыто окно. Мы проветриваем, потому что нам достаточно жарко даже было спать. Пришлось встать и проветривать помещение. Это, к слову, о том, что в Испании замерзнет, что в Испании холодно, нету обогрева какого-то и так далее. Также я знаю, что вот, ну, кто-то говорит, или там что-то не хватает бань, саун в Испании. Ну, во-первых, конечно, здесь много разных мест, спа различных на территории Испании, которые можно посетить. Там есть бани, и финские, и эстонские, и русские, всякие разные, и турецкие хамамы, и бассейны открытые, крытые. Таких много мест. И даже здесь вот мы в отеле остановились, у нас вот там вот есть тоже спа, там бани, там горячие открытые бассейны, где можно плавать. И при том, что температура вечером опускается до минуса. Это, кстати говоря, вот сейчас уже не снежная, несмотря на февраль, это не сильно снежные горы, но сейчас я вам покажу чуть позже. Люди катаются на снегу, люди катаются на лыжах, то есть... Ну, а поскольку мы живем на юге, в провинции Аликанте, то у нас, конечно, более
развито, отопление, в основном это кондиционер на тепло-холод. Ну и многие люди, чтобы экономить электроэнергию, как-то оптимизировать свои траты, ставят солнечные панели в своих домах, либо это квартиры. То есть есть абсолютно разные варианты. Вот, солнечные плантации даже себе строят для того, чтобы как-то заниматься тем, что оптимизирует свои траты. Ну, кто-то занимается и майнингом. В общем, различные разные варианты. Но мы сейчас говорим про отопление, поэтому в каждом частном доме на юге, поскольку у нас много солнышка, можно ставить солнечные панели на верхних соляриумах своих частных домов, либо где-то строить перголы и тоже также туда устанавливать солнечные панели, либо какие-то еще другие варианты изыскивать. Вот, поэтому люди ставят вот солнечные панели и уже используют это для охлаждения, либо обогрева своих домов, охлаждения, либо обогрева бассейна, полива сада и так далее. То есть абсолютно разные варианты. С этим нет как бы проблем, поэтому вот я вам об этом говорю. Кстати, наша компания, она этим занимается, мы можем всегда вас проконсультировать. Есть ли у вас варианты установки солнечных панелей для обогрева, либо там для каких-то своих бытовых нужд. Поэтому полезные ссылочки у нас всегда в описании или в первом закрепленном сообщении. Переходите, связывайтесь, у нас есть WhatsApp, и мы всегда вас проконсультируем на эту тему. Вот, но подводя итог, что я хочу сказать вам, дорогие друзья. В Испании отопление разное, дома разные, домостроение разное, север-юг – это абсолютно разные климатические зоны, можно так сказать. Север и юг Испании, да, Пиренеи – это вообще как, знаете, отдельная планета. Там все очень красиво, здорово, и домостроение может отличаться. То есть в зависимости от локации недвижимости, соответственно, ну и какие-то различия в домостроении, в отоплении и так далее. Но одно могу сказать, что в Испании, конечно же, мы не мерзнем. Вообще вот эта зима достаточно теплая. Кондиционер мы вообще не включали в доме, то есть у нас достаточно тепло и сухо, и поэтому не могу сказать, что вот прямо это какая-то болезненная тема отопления в домах, и тут люди замерзают. То есть люди, конечно, у кого-то есть камины, у кого-то есть газ, у кого-то что-то, но тем не менее дома все более-менее теплые, и я думаю, что это вообще не проблема совершенно. Ну а те испанцы, у кого там, допустим, в доме прохладно, они привыкли надевать теплые вещи, пижамки, какие-то теплые сапожки дома и так далее, то есть носочки. Ну, я думаю, что это и нам хорошо было известно и ранее, потому что у нас тоже все вот известные нам шерстяные носки, мы также их употребляли, носили, и дома какие-то теплые пижамки, кофточки. То есть это, наверное, не новость какая-то, что зимой люди немножечко утепляются. Поэтому все нормально, все хорошо, все тепло и все решаемо. Все, на этом сегодняшнее видео я заканчиваю. Всем удачи, добра, хорошего настроения, как обычно. Увидимся вновь на нашем канале. Может быть, видео не будут выходить так часто, как раньше, но, тем не менее, остаемся на связи. Всем пока-пока, удачи, добра, хорошего настроения. Чао, адьос, амигос.